Доброго времени! С вами Ведагор. Сегодня мы поговорим о том, как большинство людей подходит к выбору пути. Когда мы принимаем решение следовать духовному пути, мы обычно выбираем те учения, которые, по нашему мнению, будут нам полезны. Но иногда мы очень ограниченно подходим к выбору пути, в соответствии с тем, каковы наши чувства в это время или какой путь мы находим интеллектуально стимулирующим. Или же мы обладаем ограниченным взглядом на то, что считаем для себя важным, в силу тех обстоятельств, в которых мы находимся во время выбора практики. Когда наши чувства или наши идеи или обстоятельства изменяются, мы изменяем и практику. Таким образом, мы постоянно меняем практики и в конце концов становимся сытыми ими по горло. Ибо ничего не происходит, и кажется, ничто не приносит результат. Поэтому важно не рассматривать учение таким образом, а вместо выбора практик, в зависимости от обстоятельств, мы должны попробовать осознать, какова будет польза от тех или иных практик в будущем. Например, многие народы, в том числе и славянские, выполняют практики для достижения богатства и долголетия. И иногда выполнение таких практик является очень важным фактором. Но эти практики не основные, и особенно это относится к славянской традиции жива. Важнее вначале понять основную цель и значение учений, а затем применять их на практике. Прежде чем перейти к осуществлению на практике получаемых нами указаний по энергетическим сеансам, необходимо и важно правильно выслушать эти учения. Одна из основных проблем новичков состоит в том, что они получают много самых различных учений. И это подобно тому, как если бы они бросали огромное количество писем в один большой почтовый ящик. Затем происходит то, что необходимое им письмо, какое-то нужное в конкретный момент учения, может оказаться на самом дне ящика. Вместо такого подхода важно точно знать, где конкретно можно использовать каждую часть получаемых учений. То есть знать, какой стадии практики мы достигли, какое понимание мы имеем и какие практики применять. Мы не можем и не должны начинать с того, что без разбору пытаться практиковать все подряд. Важно также соотносить все, что мы слышим, со своим личным опытом. Нет ничего, что не имело бы отношения к нашему собственному «я». Даже самые глубинные объяснения славяно-арийских вед.
Мы должны посредством собственной практики понять, что означают используемые в учениях термины, и соотнести их со своим личным опытом. Если мы решили следовать определенному учению, очень важно практиковать их до самого достижения цели, а не бросать все на полпути. На сегодня это все. С великой благодарностью к вам, ваш Ведагор.